Добрый день, дорогие друзья! Снова на кухне с разговором о здоровье. Казалось бы, самый простой способ быстро улучшить свое состояние при насморке– это закапать нос. Хорошо, что в любой аптеке этих капель сколько хочешь. Но применяя такие безобидные капельки долго, может развиться некая зависимость от них. Что происходит при насморке? Происходит расширение сосудов носовых ходов. Развивается отек слизистой носа, и блокируются дыхательные проходы. Здесь на помощь приходят сосудосуживающие капли. Появление зависимости от них происходит по нескольким причинам. Первое. Применение средства дольше рекомендованных для его применения дней. Скорость клинического ответа на капли резко уменьшается, проще сказать, после закапывания нос не начинает дышать. Что делать? Многие начинают использовать препарат чаще. Логично, правда? И таки да, при увеличении дозы препарат снова действует. Ага, думают люди, получается. И начинают капать капельки все чаще и чаще, соответственно, привыкают. Важно сказать, постоянное использование капель вызывает лекарственную зависимость и приводит к высыханию слизистой носа, которой надо быть всегда влажной. Организм, как некий хороший компьютер, понимает, где-то что-то не так. Нашел, слизистая сохнет. И включается оказание помощи. Что происходит? Расширяются сосуды для лучшего питания слизистой, выработка слизи усиливается, но в процессе дыхания эта избыточная слизь вновь высыхает, образуя новые корки в носовых ходах и еще сильнее. Дело в том, что основным веществом капель является адреналин. Он вызывает сокращение сосудов слизистой носа, в итоге носовые ходы освобождаются, и нос снова может дышать. Но, добавляя его извне в нос, мы нарушаем механизм проникновения этого гормона в организме в самом, в носовые ходы. И с течением времени изменяется работа эндокринных желез. И с этого момента организм надеется на дозы вашего внешнего адреналина. Заложенность носа может быть также вызвана особенностями физиологии. Это искривление носовой перегородки, увеличение задних отделов нижних носовых раковин, что может быть причиной хронического гипертрофического ринита, который тоже требует лечения. При воспалении в пазухах происходит накопление слизи в носовой полости, что еще больше раздражает слизистую. Это также вызывает привыкание к каплям. Так что предпринять для избавления от сосудосуживающих капель? Прежде всего надо обратиться к лор-врачу. Он выявит причины, проблемы, подскажет, надо ли применять капли и какие. И второе, что надо сделать? Отказаться от сосудосуживающих капель, которые вы применяете длительно и самостоятельно. Необходимо это даже в случае острого ринита. Отказываться резко от капель никак нельзя. Тут же возникает синдром отмены. Проблема привыкания в концентрации лекарства, но человек сам не может грамотно подобрать капли. Нужна схема, которая только в компетенции специалиста. Есть и другие способы, которые применяются в таком случае. Это внутриносовые блокады, шприцовое введение кортикостероидных гормональных препаратов в носовые раковины, что позволяет быстро убрать отек и воспаление. Если пациент уже несколько лет на сосудосуживающих препаратах, насморк хронический и последствия стали необратимыми, или вместе с хроническим ринитом есть кривая перегородка носа, то выходом будет, конечно, хирургическое вмешательство. Разумеется, любая операция проводится по назначению специалиста и после проведенного тщательного обследования. Подводя итог, в настоящее время есть эффективные методы лечения зависимости от сосудосуживающих капель. Главное это заметить проблему и обратиться к своему лор-врачу. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, берегите себя, и все будет хорошо.